Вот такие две девочки в зеленом, дорогие подписчики, сегодня у вас. Правда, что зеленый. Время отдыха у Виды уже близится к концу. Вот еще буквально осталось 10 дней, да? Ну да, сегодня. 10 дней. 6 декабря она уже улетает. Вида, ну вот я знаю, ты мне рассказывала, что твой отдых так прошел очень насыщенно. Потому что мне здесь нравится. Да? Ну вот расскажи подписчикам, они же тебя любят. Ну так, боже, море, солнце, песок, ну еда хорошая, да. Люди неплохие, познакомилась много с кем, ну все нормально. Да? И с этой женщины уже уехали, я с ними общаюсь. Да? У Виды тут появились подруги где-то с Америки, из Англии, да? С Англии, с Австрии. Это вот мои подписчики, просто не очень полюбили Виду и, в общем, теперь они общаются. И вот один день иду на пляж, впереди идет женщина. Идет, ну, там, этот, который там лежаки, вот эти матрасы застеливает, вытирает. Ну, она там устроилась как бы. И я подошла к этому моменту. Ну, он мне тоже постелил, она так на меня смотрит. Я огляделась, никого вокруг нету. И потом она будет говорить, глазам не верю своим. Да? Я думаю, каким она тут глазам, чего она тут не верит. Я обратно смотрю, говорит, это Вида? Я говорю, да. Говорит, а я вот видео только смотрела про вас. Говорит, век не подумал, что я вас здесь встречу. Ой, говорю, мир маленький, говорю, совсем. Да, но приятно. Ну, приятно, но... Ты говорит, а я можно возле вас? Как бы она уже там дальше легла. Говорит, можно я вот, ну мы тут пообщаемся. Ну и начали разговаривать, дружить, ходили в кафе там вечерами. Ну вот, чтобы только одной мне не ходить. Да. Так с ней тогда пошли. Были там на Шаратон, ездили в кафе, покушали. Ну, каждый вечер куда-нибудь шли. Приятное время провели. Она тут 2 недели побыла и уехала. И теперь общаемся, звонимся, разговариваем по WhatsApp. Нормальная женщина. Ну, русскоязычная, она в Германии живет. В Германии давно живет, очень давно уже. Другую тоже так встретила. Тоже я пришла, она уже была на пляже. Тоже так смотрит. Ну, спросила, где я, как я. Говорит, ну, так познакомились просто. Она не смотрела это видео, потому что она сама бы как бы полька, но в Австрии живет. Она за стариками присматривает, старшего возраста людьми. Работает там. Ну, так познакомились и дружили все время. Ну, и теперь общаемся. Да? Потом эти уехали. Один день на пляж прихожу, еще женщина там. Ну, такая полная, высокая. Ну, и так тепло. Она, голова накрыта косынкой этой. Сама тут накинувшись. Купается, правда, потом, как заметила. Ну и потом разговорились. Она живет она Россия и Украина граница, и она оттуда сбежала. Она здесь до 8 мая. До 8 мая. Ну, мы тоже Виктория зовут. Ну и тоже вот она в этом комплексе жила, но я и тут, наверное, не знаю. Говорила, что она в сторону улиц его живет, где машины ездят. И что ей шумно, собаки, типа... Да. И она болеет. Так ей здесь очень хорошо теперь. И, говорит, загорать я не могу, я сделана операция. Сложно. И говорит, я так вот, я как иду купаться, раздеваюсь и иду купаюсь. Вернулась обратно, обсохла быстро. И накрывается, на солнце не может сидеть. Зато и голова накрытая. С кожей что-то, да? Нет, не с кожей. Рак. Чего? Матки 1 стадии. Оперировали ее. А у нее... Ну, все много... Организм вообще поменялся, говорит, я нигде ничего не могу. Нельзя мне на солнце быть. Понятно. Так она под зонтиком сидела. Ну вообще слишком много солнца – это плохо. Может, я не говорю, что хорошо, но мне так
моим костям это так Хорошо, хорошо и коже, что, Ну ладно, что ладно. это, ну черная, видите? видишь? Да, да, видите, какая Вида и какая я. Черная. Так, ну, дорогие подписчики, Вида, конечно же, скоро уезжает. Вот, но она приедет, у нее есть такие интересные планы, она обязательно приедет, и мы будем с ней продолжать делать фильмы. Для того, чтобы смотреть видео на моем канале, обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик такой внизу, чтобы вы смогли получать уведомления о моих новых видео. Мы с Видой будем на связи, она приедет, и будем снова снимать, и снова, да? Будет новых. Расскажи еще подписчикам. Нет, я теперь еду только из-за операций своих. Да, пока да, месяц. да. А все остальное это потом. Да, Вида говорила, какие у нее там планы. Там надо сделать операцию на ухо. На ухо и шунтирование. ногу, шунтирование ноги Да, надо. сосуда. Сосуды. А, А потом это будет видно. Потом. Всё, а Я потом? не буду наперед рассказывать, ну да, понятно. потому что, знаешь, как мы мечтаем, а Бог смеется Да, там, да. типа. Так, ты Нет. еще помнишь, рассказывала, что ты тут еще с каким-то мужчиной познакомилась, там дела дрова были у тебя? Не, уже ни с кем я... Не-не-не, ну ты там помогала ему что-то. Ничего я тут не помогала. Вы там ездили, ты меня помнишь, спрашивала, там ему в ресторан ходили, ездили. Ну, приезжал, я имею, в Англии имею подруг, Да. даже вот такого возраста, как Ну, ты сама. Да, Они семейные все. Да. Мужчина приезжал зубы здесь делать. Да, и как? И сколько он заплатил? Ему 8 имплантов поставили и кость наращивали. 8 имплантов. 8. Сколько он заплатил за это все? За это все пока месяц. Вот это на полгода. Все равно, как у него зубов не было, так и нет, только ему вшили, в это вставили, там вшили, что-то сделали. Да. Ну и я его... Он в Гургаду первый раз он здесь был, и так как знал, что я здесь, то он приехал один, пока семья, жена там с детьми, ему 50 лет. Ну и он заплатил 2200 долларов, да? За 8? Ну, фунтов английских. Ага, фунты стерлинги. Значит, чуть больше, чем за 8 зубов, да? 8 имплантов. Нету никаких у него зубов, как не было, так и нет. Все это в кость вшито, и как у него ничего не было, так и нету. То ему... Хорошо здесь вообще с этим делом? Я ж полгода надо ждать. Полгода надо Ты ждать. раньше зубов не будешь иметь. Он через полгода приедет, и ему проверят, поставят зубы. Еще я говорю, так, сколько ты теперь будешь отдавать, когда вернешься сюда? Когда он тебе сделает все, уже полный рот зубов у тебя будет. Да. Говорит, еще 1500 свар надо будет отдать. И я всегда говорю, одна и та же пилюля не всем помогает. Так и тут. Если я тут такую женщину в комплексе имею, она здесь зубы делала, говорит, не понравилось. Да. Ездила куда-то в Белоруссию потом и что-то там исправляла. Не понравилось. Но не всем так бывает. Не всем, Да. дорогая. Не всем. Да, действительно. Мужчина не может попроще. Мы что-то там хотим, наворотов, заворотов, а он хочет, чтобы зубы были, и все. Да. Ну, ему понравилось. Он на Шератоне там жил, Лазура апартаменты снимал. Да. Так мы встречались в центре, ездили ужинать где-то, потом, погуляли по Марине. Он кушать ничего не мог такого, как ставили эти импланты, ему больно. Он один день говорит, мне голова, видно, очень болела. Тот же самый день, когда его отпустили, ему голова болела, выписали ему антибиотики, обезболивающие. Да. Все это он купил по дороге и поехал домой. То вечером он, проспавшись, написал, что все со мной хорошо, только очень голова болела. То я, видно, говорит, хотел спать, отдохнуть. Да. Но на другой день, когда мы встретились, он был чуть-чуть, говорю, как ты поправился, щечки такие опухшие. Да. Такой вид поправившись. Я говорю, какой мужчинка, поправился уже. Поправился. А на третий день, как встретились, вечером было, после 5 мы встретились. Или после 6.
Он приехал, я смотрю на него. Мы зашли, ну, такой темновато уже здесь. И он такой сам темный по себе, глаза глубокие, темные. Я говорю: Андрей, ты же в синяках. Каких? Я говорю: телефон выбери, посмотри на себя. Синяки у него. Синяки. Синяки прямо уже такие вот, синяк идет, и тут такие желтые уже. Я говорю: сказал бы, пудры какой бы взяла, немножко примазала я б тебя. Да, Ой, да, говорит. Да, да. Я говорю: а домой поедешь, говорю, в аэропорту? Говорю: скажу, дрался с кем-то. Дрался. То есть, получается, у тебя благодаря Ютубу получилось сейчас много уже друзей разных, да? Есть. Они Ты все... еще говорила, тут в компаунде кого-то встретила тоже. Ну, тут один раз как-то тоже лежу. Только легла возле бассейна. Ну, думаю, как тут... очки, думаю, как тут на глаза, не на глаза. Бежит женщина. Пробежала, вернулась. Здравствуйте. Говорю: здравствуйте, ну я вас не знаю. Зато я, говорит, знаю. Да! Вида, с Викторией, Вида. Ну да. Говорю: не кричите. Лежать много, говорю, что тут кричать, говорю, ну Вида, садитесь, говорю, хотите поболтать, поболтаем. Ага. Говорит: бегу, телефон заправить надо, нету связи никакой, говорит, бегу, и тогда поболтаем. Ну и познакомились. Так и познакомились мы с ней. Гуляли, ну потом мы вместе гуляли. Она уехала тоже, она с России в Германии живет. А так что у Виды, благодаря моему каналу, много друзей и в Америке, и в Англии, и в Германии. Так что, видите, мой канал... А с Америки вот просили вот женщины, визитку, где я зубы делала. Да? Я визитку правильно, достала. Я туда позвонила. И прислали, да? Мне прислали, я сфотографировала и людям дала. Есть телефоны, я с собой не взяла ничего. Я же думала, никому тут ничего не нужно. Есть кто хочет. Хочет, да. Едете, говорю, я даю только номера и визитку, и как это все называется. А вы там сами разговариваете, договариваете, что, к чему, почему. Да, правильно. И сколько это будет стоить. Я только вот типа так. Мне вот так хорошо, а вам, может быть, это нехорошо. Да. И все. У нас вот сейчас похолодало на протяжении 2 дней резко, скажи. Прям... Ну вот это ветер какой был, я тот день на пляже была. А, это когда яхта перевернулась? Да, когда яхта вот это. Дорогие подписчики, у нас такое случилось в Красном море. Марсалами. Да. Погибли люди там, да? Погибли. Читала в интернете, что 31 человек был на этой яхте, и дайвингом занимались, и 14 экипажа людей, обслуживающих. И 17 погибло, да? Ну, как-то так. 17 человек погибло, всех остальных спасли. Или, наоборот, 17 спасли всех. 17 не находят, по-моему. Не находят, не находят. Я думаю, что они уже все. Вот представь, не повезло с погодой, правда? У нас такое здесь очень редко бывает. Но вот так вот взяла, накрыла и все. Так что я вот такое у нас тут это такое несчастье. Но я думаю, что они знают... Тот, кто занимается этим дайвингом, эти вот лодки, эти корабли, все это хорошо. Но они погоду должны знать каждые полчаса, что поменяется. Почему они... Как так можно вот предусмотреть погоду? Ты знаешь, я в Англии на цветах работала. И фермеры, которые... цветы выращивают, которые должны люди на работу приходить. Они заранее знают, что завтра будет. Или даже утром мы приезжаем на работу, извините, едьте назад домой. Потому что будет непогода, ветер, холодно, дождь. Не будете мокнуть. Да. Едьте домой, извините. Меняется погода на день по 5 раз. Если можно переждать, значит, если они видят, что... Ну, они имеют такие специальные приборы. Это не то, что вы нам показали. Вот 24 и идешь, загораешь. Они еще на целый день уже знают. Как в Англии, так вообще на день по 5 раз погода поменяется. Это так. И они знают. Так и эти лодки. Они должны знать, что вот этот
такой ветер, шторм может быть. Но видишь, может быть, Предусмотреть. может быть, Невинные люди погибли. Да, я не да, могу, я не могу. Как это вот семьям теперь? Я не знаю. видимо, плавать не умели, да? Ну, где ты в середине моря выплывешь? Ну, Они так. к этому подготовлены не были. Может, ведь плывут и с детьми на эти самые, как я же на этом, как это, бич какой-то мы плыли, Оранж-Бич плыли, Мгм. тут тоже плыли. Ну, было пожарче, не так, как теперь, жарко было. То мы плыли, и там с детьми, и египтяне, семьи с детьми. Ну, там женщины оставались с детьми играться, может, комнаты есть там в этом корабле. Но плавали, кто хотел, мужчины, там женщины. Я как не могу плавать, то я наверху осталась загорать. Подожди, а лодки спасательные? Там не было когда, там так быстро все, что, наверное, волна накрыла, Да? и все. Ну. Если только лодкой что-нибудь случилось, я так думаю, что она затонула. Ну. Так, внезапно. Да. Что я читала, что как будто там какой-то... Люди уже как бы заметили, SOS-сигнал подали куда-то. Мгм. И там пока кто-то прилетел, и вертолеты, и самолеты, уже они все, Всё. не успели. Ну вот у нас случилось Ну, не такое. нам это судить, но Да. я в политику не лезу, это власти, и я говорю, жалко людей невинных, и только это. Каждый хотел что-то увидеть, побыть, отдохнуть, и тут вот чем кончилось. Отдых. Разве это хорошо? Представь себе, твой родственник, там, близкий человек. Не, ну это такое дело. Море, это понятно, море. На дорогах люди гибнут каждый день сколько. Ну тогда, я, Понимаешь? Вика, другой раз говорю, к чему быть, того не миновать. Ну да. Это так должно было случиться. Я вот тоже хочу полететь в Шри-Ланку летом. Хочу показать вам, мои дорогие подписчики, другую страну, другую местность, другие нравы, обычаи, еду другую. Вот, я сегодня в вязаной кофточке, видишь? Так что, чтобы я долетела до Шри-Ланки, вам придется мне помочь приобретать у меня кофточки, сумочки красивые на память обо мне, о Египте, о солнышке. А сама туда. Да, а я полечу на лето, покажу вам другую страну. Будет очень интересно. Буду жить и в городе, и возле океана. Так что обязательно подписывайтесь, следите за моим каналом. Ну и, конечно же, покупайте у меня красивые вещи, чтобы я могла бы на эти деньги, в общем, долететь и там жить. Вот. Реклама. Реклама. Это была реклама. Я не хочу отсюда уезжать, но надо. Да, тут сухой климат в Египте. Это Мне ноги не болят, вот эти артрит. А там влажный. Да. А там я приеду же меня... Я же говорю, я в феврале приехала, я в окно 3 дня не могла посмотреть. Мне все болело, мне все крутило. Я одевалась тепло, накрывала колени, мне все это... Условия погодные, в Англии никакие, так вот сыро, мокро. Вот звонила вчера, кто за моей хатой там присматривает, письма почитаете, если какие есть. Мне тут потом звонит, сообщает, говорит, Вида, я включу отопление дня 4, пока ты прилетишь, уже будет включено. Потому что, говорит, холодина, невыносимо. Холоднее дома, чем на улице. На улице еще солнышко там где-то какое-то греет, там где-то за углом постоишь. Да. А у тебя, говорит, так холодно. Слушай, у тебя там еще какой-то жених был появился, да, в интернетный? Все заблокировала? Да, какой-то мошенник писал с разных аккаунтов видео. Ага. Понимаешь, писал, представился он тяйсененько следователь 60 лет. Слушай, такую чушь нес. Присылал такие, как видео. Ну, там какое-то как собрание идет. Они там за столом сидят, эти вот уже такие. И что-то там такое. Собрание собранием. А
а пишет как будто какой-то озабоченный. И что писал? Я пробовала целый вечер переписывалась, не хотела обидеть всего этого. Он писал все, что он будет делать, чего он хочет, что жена никакая была, дети у него есть взрослые. Где? Ну, не знаю, в Каире. В Каире. В Каире? В Каире. Это тебе писал египтянин? Да, египтянин. Исследователь. Это как его зовут? Я все заблокировала, я даже... Да? Рафат? Рафат? Да, как-то заблокировала. И даже. что еще писал? Боже, картинки присылал такие, мне стыдно сказать. Ну, вот, всякие. да, вот этим они занимаются, пишут неизвестным людям, чтобы, когда в душе пустота, они написывают всем, так что имейте в виду, подписчики. Но, понимаешь, картинки, слушай, как будто я была бы малолетка и не умела бы, не знала бы, как с мужчиной, или что мужчина делает, и как это бывает. И ты о нем должна думать, ты о нем... Ну, Ты скажи, я приеду сейчас. Я говорю, я уезжаю, не надо приезжать. Это он тебя в Фейсбуке нашел, да? Бадо. Баду. Бадо. Я как-то когда-то в жизни имела это. И я там никого такого нормального как не нашла. И как-то я влезла один раз. Ну и думаю, обновлю, посмотрю, что там такое. Да. Ну, и он нашелся, и он мне написал. Там даже не мое имя. Там я как Вида Римович, я там Римой назвалась. Ну, и он тут уже меня ой-ой-ой-ой-ой. Я целый вечер выслушивала. Он не давал жить, он мне так писал, что... А есть переписка? Я стерла все, выбросила все. Я не могла на это слушать, смотреть. Он как будто мне в голову вбивал все это. Да. И я думаю, что он никакой тут не следователь. Я за права людей, за все людей, за какие права? Дорогие подписчицы, в Египте на Тиндере и всяких Баду сидят 90% абсолютных придурков, так что... Запомните это. Такие картинки присылал, как малолетки, поцелуйчики, сердечки, пары целуются. К чему это? Ты 60 лет мужчина, если ты хочешь женщину, ну ты как-то по-другому должен, но не так. Инфантильная психика. Вообще забивал голову. Я целый вечер это послушала, не один вечер, наверное, дня 4 мы пообщались. Он сразу еще так ничего писал, а потом уже чем дальше, тем больше входит. И что писал? Ну, он уже ему, ой, ты какая сексуальная, вот какая ты. Не. Я говорю, я знаю, какая я есть, и я стараюсь кругами, обходами всякими с ним общаться. Он чем дальше, тем больше забивает меня этим. Да, голову, Ты должна обо мне думать. Почему ты не хочешь сейчас встретиться? Я могу приехать. Какие приезды? Говорю, я уезжаю, я говорю, готовлюсь. Мне что-то еще купить, говорю, надо. Уже кручу кругами, я говорю. Ну, в общем, очередной психопат. Забить голову другому своими И я так думаю, фотографии ворованные, как посмотрю, видео, стоит мужчина, как мужчина, там он общается с этими, там, с кем-то там, с власти этой, ну, пишет такую чушь, что, боже. Что аж страшно становится, Ну, и когда я вечером уже не выдержала, говорю, ты знаешь, я целый день на пляже, потом гуляла там, что-то ходила купить. Я говорю, я хочу спать. Почему ты пообщаться не хочешь? Не хочу. Я говорю, отдохнуть нужно, спать нужно. Я говорю, ты вот должна думать обо мне. Минуточку. Вот так вот
Вампиры энергетические делают присоску, чтобы потом сосать, сосать и сосать. Люди с пустой психикой, без энергии, без каких-то увлечений, хобби, они черпают энергию от других. Воры и, не знаю, как еще сказать, мошенники. Какие-то вообще. Тут таких психопатов очень много, нарушенных людей, поэтому имейте в виду, дорогие Я не подписчики. знаю, но как так писать женщине, которую ты там неделю, 4 дня... Это больная психика. Я просто. думаю, что фотографии ворованные, пишет совсем другой, Да. которого ты не видишь. Да. Я уже хотела в один момент написать, ты лучше покажи, что ты на самом деле. Да, Но да, думаю, все равно же не покажется. И лучше, когда мы кончили разговоры, то он еще картинки там мне присылал. Боже, какие картинки. Я все это стерла. Не могла я все Ужас, это да? смотреть. Ужасное. Там чуть не выкладывает все, что имеет. Ужас. Ужас. И какие-то женщины, девушки молодые в свадебных там платьях. Это типа, чтобы вдруг ты захочешь быть невестой, да? Ну, с крылами ангелы там прицеплены. Пары целуются, кольца одевают. Сразу-то только розочку прислал там. Вот такая картинка была. Потом, чем дальше, тем уже похлеще. Подарочки мне шли. Ну, я говорю, я последний вечер так... Он так меня замучил с этим перепиской, я не могла никуда деться. Просто когда я сказала, я спать хочу, он еще присылал, говорю, знаешь что, иди отдыхай, и я иду спать. Я говорю, мне нужно утром вставать, обратно готовиться к чему-то. Да. Я его за ночь, я не спала, конечно. Я где его только можно заблокировать, я заблокировала. Да. И в Бадое, и в... Да. Таких вот психопатов здесь очень много, нарушенных людей, потому что нормальный человек с женщиной встречается, общается, либо у них начинаются отношения, либо нет. А такие писарчуки, которые будут написывать там 10 женщинам или там количество гораздо больше, 50-100 человек. То есть это люди с абсолютно нарушенной психикой, таких здесь очень много. Так что вот они там на сайтах знакомств, пожалуйста. Вида мне решила кофеек сделать. Сейчас Попьем кофейку, продолжим наше видео. Сейчас вам покажу виды с балкона. Какой красивый вид из балкона. Зелень, чистенько здесь. Дорогие подписчики, если вас интересует недвижимость, тоже обращайтесь. Координаты под видео, пишите, звоните, и мы вам поможем осуществить вашу мечту, приобрести недвижимость на берегу Красного моря. И вот так вот жить зимой, без снега, без слякоти, с пальмочками и с солнышком. Вот, кофе у нас готово. 5-минутка отдыха закончилась. Так, кофе по-французски, да? По-английски. Кофе по-английски. По-английски. Дома по-другому готовится, а здесь так. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.